Всем привет, с вами Дэн. Invicta, бренд американский. Когда-то он, конечно, был швейцарский, но уже давно американский. И работает на американский рынок и делает брутальные, большие, крупные, мужские, маскулинные часы. Поэтому все вот это маменькины сынки, все эти хипстота, да, все вот эти любители 36-35 миллиметров, все. Отходите от экрана, потому что вы просто вот не должны видеть. Вот вы не должны видеть Invicta. Потому что Invicta, она для мужиков. Вот вы понимаете, какой размер, да? Размер здесь серьезный. Ну, вот такая у них инструкция. В общем, QR-код и, в принципе, все. И я считаю, что правильно, потому что в нашем с вами современном обществе какой еще может быть буклетик? Коробочка тоже максимально стала простая. Но вы же знаете, что Invicta как раз делает удивительную вещь. Они делают супер низкие цены. Понятно, что там ритейл обычно космический, вот уже перестали писать. По 3, по 2 тысячи долларов, а в реальном мире их можно купить гораздо-гораздо дешевле. И эти часы не исключение. Итак, значит, часы для американского рынка, а поэтому они для американцев, поэтому они большие. И знаете, что вот любопытно? Несмотря на все вот эти тенденции последних уже лет 5, наверное, на уменьшение часов, да, на винтаж, там, на все такое, Invicta стоит на своем. И поскольку американский рынок, он немножко отличается от всех остальных, там все равно остается огромное количество больших, крупных мужиков, которые любят большие, крупные часы, Invicta чувствует себя вполне прекрасно и не собирается себе изменять. И с учетом того, что я думаю, что вот уже в этом году и в следующем продолжится обратный тренд, когда будет больше разных размеров на рынке, Invicta как раз тут как тут. Привет! Вот они мои 50, а то и 60 миллиметров. Значит, Sabaqua Noma 3, эта модель называется, в дайверском стиле, здесь водозащита 100 метров, референс 47826, сталь 316L по корпусу, по безелю и вставка на ремешке, плюс ремешок каучуковый. Внутри стоит сейка VD53 кварцевый механизм, минерально закаленное стекло, которое Invicta называет Flame Fusion, ну глобально это минералка, да, чуть-чуть покрепче обычно. На самом деле такая же. Люминофор есть, и, как видите, хронограф. Центральная стрелка это обычная, да, то есть у нас часы, минуты, секунды, и запускаем хрон. Хрон пошел, вот она, секундная стрелка хронографа 1, счетчик 60 минут, и есть еще счетчик 24 часа. Плюс есть окошко даты между отметками 4 и 5 часов. В общем, все достаточно такое стандартное, и с учетом того, что стрелочки здесь огромные, минутная особенно, да, часовая такая полускелетонированная. Минуты видны прям шикарно. Часовые тоже, да, стрелка. Ну, понятно, что хронограф это всегда такая больше не про читаемость, а больше про насыщенность циферблата. Но, тем не менее, здесь с учетом размеров, в принципе, Invicta удалось сделать неплохо по читаемости. Что касается цены, то у нас в России такие часы продают где-то плюс-минус там 20-25 тысяч рублей. Ну, то есть, сколько там, 250 долларов. В США это где-то 120-150, ну, то есть около 10 тысяч рублей. Поэтому, как вы понимаете, за эти деньги... Мы сейчас посмотрим по качеству. Я думаю, что за эти деньги уже даже вот просто сколько вам дают часов, это уже круто. Но сейчас будем разбираться. Давно Invicta я вам детально не показывал на канале. 50 миллиметров по диаметру. Высота здесь 18. Ну, а что вы хотели? Нормально. И по ремешку 30. И от ушка до ушка уж страшно даже измерять. Но посмотрим. Ну, почти 60. Мое запястье 18,5. И как бы они сидят. Они сидят. То есть на среднее запястье и особенно на крупное это будет круто. Ну, понятно, что такой вот, именно на мое запястье это такой больше кич, потому что они, ну, действительно очень большие. Но при этом, если вам нравится такой стиль, например, лето, шорты, да, там, бейсболка, море, все такое, то почему нет? Потому что, видите, да, по посадке здесь все окей, потому что ушки хорошо так обхватывают запястье, ремешок потом удобно, аккуратно. С учетом того, что здесь еще и каучуковый ремешок, они на самом деле не такие уж и тяжелые, как могло бы показаться. Поэтому по посадке окей. Нравится оверсайз? Окей. Почему нет? Не надо никогда думать о том, что там кто-то другой считает адекватным, да, по размерам. Почему нет? Так, давайте хрон сбросим. В 0 сейчас поставим.
Нравится мне, конечно, циферблат. Такой они под цвет Тиффани сделали. Классно, сочно. Есть разные, конечно, циферблаты, но здесь вот с этим цветом такой бирюзовенький, такой летний, прям красотулечка. Прям хорошо, знаете ли. Прям это Invicta мне понравилось, ну, честно. 243-244 грамма. Ну, надо качаться, мужики. Че вы? Тяжело вам, да, носить? Ага, тяжело. Фу, позор какой. Корнишон у вас какого размера? Напишите обязательно в комментарии. Вот напишите в комментарии. Вот если вам тяжело носить Invicta, напишите, какого у вас корнишона размера. Обязательно, да, это очень важно. Ну ладно, шутки в сторону, давайте смотреть теперь более детально на эту модель. Так, ну вот посмотрите на цифры, да. Гильёше есть, волны. Объемный логотип есть. Здесь объем, опять же, на циферблате задается накладными метками. Здесь еще манежи дополнительные, да, счетчики, они серебристые. Тут такая круговая, опять же, гильёше. Внутренний рант с минутной разметкой. Все сложненько, все аккуратненько, все прям симпатично, прям выверено. Удивительно, как люди делают за, условно, там 100, 120, 150 баксов такие часы. Круто, круто. Посмотрите на безель, а. Здесь вот эти усложнения с винтами, да? А какие цифры? Объемные, рельефные. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, а? За эти деньги это просто бомба. Вот это вот здесь, да? Боковая часть по корпусу, по ремешку. Ё-моё. Здесь винты. Здесь скоба. Скоба вот так. Опа. И заводная головка, да, у нас. Ага. И мы управляем стрелками. Отлично. Ну, то есть, очень много часов за очень мало денег. Причем это сделано весьма и весьма качественно. Многие производители, я думаю, брали бы за это огромные деньги, сразу заявляя, посмотрите, у нас какой сложный корпус. А Invicta остается верна себе. О, да тут и хват, кстати, удобно, благодаря вот этим выступам. Прям отлично. Короче, Invicta верна себе. Я думаю, за счет того, что объемы большие, они могут позволить себе такие цены. И это круто, конечно. Это круто. Да, понятно, что дизайн не для всех, понятно, что размеры не для всех, но это качественный продукт. Это качественно сделанные часы. И здесь можно только похвалить. Ребята, вы просто красавчики, потому что время идет, цены на Invicta не меняются. Да, они чуть попроще стали делать коробки, они убрали там инструкции, но это все фуфло, это все ерунда. А то, что продукт остается прежним, вот это круто. Да, сейчас они уже не делают часы Swissmade, но как бы и кому это нужно. Они делают хорошие, большие мужские часы, и в этом сегменте равных им нет, потому что, ну, кто еще делает за такую же цену вот что-то подобное? Да, в принципе, ну, практически никто. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, и поскольку так или иначе мы с вами уже как-то все проговорили, все просмотрели, давайте подводить итоги. Скажу так. За свои деньги это просто пушка, бомба, бомбяу, супер круто, невероятно. Опять же, да, модель на любителя, но это круто, потому что она именно нишевая, она именно для своей ниши, для своих покупателей. И, конечно, здесь, ну, вот респект, Invicta, молодцы, круто. Вот без шуток, прям реально очень круто. И конкретно эта модель мне очень понравилась, она классно сделана, она красивая. Она именно вот, если вы что-то такое вот хотите, да, на лето, такое яркое, если у вас большая, мужская, настоящая такая рука, ручище, то прям вполне эта Invicta может на этой ручище обосноваться. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.